Buenos días, amigos. ¿Por qué hablo español? Да потому что я в Буэнос-Айресе. Аргентина – это танец. Ну а если серьезно, то Аргентина или Аргентинская республика – это второе после Бразилии по территории государства Южной Америки. Оно состоит из провинции и федерального округа Буэнос-Айрес. Как и почти все туристы, его я увидел первым. Буэнос-Айрес – крупнейший город и порт Аргентины. В нем проживает 3 миллиона человек. Он поделен на большие районы. Обширные районы Палермо и Белграно могут похвастаться открытыми пространствами и парками. Парк 3 февраля – самый большой и популярный парк столицы. В нем помимо ухоженных лужаек много достопримечательностей, таких как планетарий, розарий с озером и мостом, муниципальный велодром и многое другое. Да и в Аргентине вообще много всего муниципального. Например, в городе, где я жил, о нем немножко попозже, были олимпийский бассейн, тренажерный зал, кому не хватает сотен частных и под открытым небом, BMX-трасса, поля для американского футбола и хоккея на траве, автодром и многое другое. Кто не понял, то любой желающий может посещать все это абсолютно бесплатно. Также в Буэнос-Айресе есть популярная Плаза де Майо. Она на этом месте со дня второго основания города, 1580-го, и на ней стоит многим известный президентский дворец. А известный он своим цветом, он розовый. Вместе с голубями. Как прикольно. Дербанят круассан. Кстати, в Буэнос-Айресе первый метрополитен в Латинской Америке и в южном полушарии тоже. Но сейчас он часто закрыт из-за забастовок рабочих. Все, метро не работает, заебись. Буду искать.
А сейчас немножко истории. После открытия Америки были сделаны краткие исследования региона в начале 1500-х испанцами и португальцами. Но первая серьезная попытка заселить Аргентину была предпринята в 1536 году. Педро де Мендоза, в честь его здесь назван целый регион и город, вошел в устье реки Рио-де-ла-Плата и основал поселение, в наше время Буэнос-Айрес. Однако из-за нападения туземцев Мендоза покинул этот регион в 1537 году, и дальнейшие усилия уже начались в центральных Андах. Испанцы двинулись на юг от инков и основали поселение Сантьяго-де-Лестера в 1553 году и Сальто в 1582. Поэтому Сантьяго и считается матерью городов. Поселенцы этого региона до завоевания были аймара, кечуа, каманчингоны и санавироны. Сегодня этот регион по-прежнему остается удивительно анским. Сантьягене и местные говорят не так, как остальная Аргентина. Аргентинский испанский, правильнее латиноамериканский, немного отличается от испанского, а в этом регионе отличается значительно. Здесь вместо буквы «Р» говорят «Ш». К примеру, не «Роха», а «Шохо». Как говорят местные, это из-за того, что у кечуа были не все буквы. Когда-то Сантьяго был полон привлекательной колониальной архитектуры, но большая часть не дожила до наших дней. Зато сохранился небольшой таунхаус XVIII века, в котором расположили провинциальный исторический музей, в котором лежит, никогда не угадаете что, огромный метеорит. Если честно, то я был в шоке, так как не видел такого никогда. 11-тонный метеорит. Его нашел местный житель у себя во дворе и передал властям, так как попросту испугался. Теперь его может увидеть каждый. А также Сантьяго – это родина чакареры, самый яркий фольклорный стиль Аргентины. Все при упоминании Аргентины сразу упоминают танго, но почти никто не знает чакареру. А это действительно традиционный аргентинский ритм и жанр музыки. Получил широкое признание на всей территории Аргентины. Ну и как в любом аргентинском танце, это страсть и чувства. Без них тут никуда. В Сантьяго я встретил странную для меня традицию. После защиты диплома студент подвергается буллингу со стороны своих друзей. Его поливают красками, пеной, конфетти, яйцами, ну в общем, кто на что гораст. Кстати, стоит отметить, что в Аргентине все образование бесплатно. На юге Аргентине принадлежит восточная часть архипелага Огненная земля, а вдоль всей западной границы проходят величественные Анды, крупнейший горный массив западного полушария.
Здесь горы вырастают из равнин почти до 7000 метров. Разные формы и рельефы в сочетании с местной природой создают особую красоту горных ландшафтов Анд. Мне удалось насладиться этой красотой в городе Тафи. Тафи-дель-Ваш – небольшой городок. Это популярное место для выходных. Так как он расположен в Андах на высоте 2500, то летом здесь температура около 15-20, а не 30-40. Солнечная, но терпимая погода гарантирована круглый год, что делает Тафи идеальным местом для пеших прогулок, а кругом полно троп по окружающим вершинам. Меня еще очень очаровала тема реторнинга. Если не принесешь бутылку в магазин, заплатишь вдвое больше. Ну а последние свои дни в Аргентине я провел в одном из красивейших мест в мире. Это национальный парк Игуасу. Его субтропический лес – объект всемирного наследия ЮНЕСКО, но самая главная достопримечательность – это могучий водопад Игуасу. Одно из величайших природных чудес света, так как водопад простирается около 3 километров и включает в себя 250 отдельных водопадов. Здесь объем падающей воды больше, чем в Ниагаре и Виктории. Племена здесь жившие, гуарани, верили, что все облака рождаются здесь, а на языке гуарани Игуасу – это большая вода. Игуасу предлагает путешествие по густому тропическому лесу. Эту задачу облегчает экопоезд, который курсирует по всей длине его вершины. А также здесь есть сеть дорожек, ведущих вдоль и к подножию водопада. На них и можно встретить огромное количество удивительных созданий, так как здесь живет около 430 видов птиц и более 70 млекопитающих. Хотя большая часть его фауны ведет затворнический образ жизни, гигантский муравьед, тапир, ягуар, вдоль троп все же можно встретить разных животных. Наиболее заметные – куатимунди, похожие на енотов, обезьяны-капуцины, кайманы, игуаны и различные птицы, туканы, попугаи и прочее. Но изюминка – это, конечно, не все это, а огромный водопад Гарганата дель Диабло, горло дьявола, высотой 80 метров. Но высота у него – это не главное. Он является самым большим и впечатляющим из водопадов. Я вот впечатлился по полной. Кстати, река Игуасу представляет собой естественную границу между Аргентиной и Бразилией. А в самом городе Пуэрто-Игуасу встречаются аж 3 границы в одной точке – Парагвай, Аргентина и Бразилия. На аргентинской стороне можно подойти по мосту к самому обрыву пропасти Лодки Дьявола. Можно кожей почувствовать всю мощь первозданной природы. Также стоит отметить, что этот самый распространенный вид
лесом и близко. Все же за европейским видом Аргентины скрывается красочная и очаровательная нация. Жители страны увлечены музыкой, танцами, мясом и политикой. Они очень веселые и дружелюбные. Захватывающее разнообразие ландшафтов и историческая эволюция сделали Аргентину тем захватывающим местом, которым она является. Да, это круто, это круто.